Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику в новой ветви истории персонажей. Сегодня вам расскажу про Луиджи Марино. Луиджи Марино, персонаж игры Mafia Lost Heaven, ее переиздание Mafia Divinity Edition. Луиджи работает барменом в баре Сальери, и в его обязанности входит управление легальным заведением семьи, приготовление итальянской кухни, обслуживание клиентов, коими является мафиози Сальери, а также его гости. По характеру добрый, искренний и старается не вмешиваться в криминальные истории семьи. По словам Дона Эннио, Сальери прекрасно готовит, несмотря на то, что стоять за барной стойкой от нелегкое занятие. Поэтому ввиду своей занятости он не очень разговорчив, хотя иногда может поведать что-то интересное. Луиджи был женат на женщине, которая его сильно изводила от кидания тарелками вплоть до пронзения руки спицей. Но вскоре после рождения дочери Сары его жена умирает, и Луиджи в итоге пришлось воспитывать дочь в одиночку. Еще девочкой он пристроил ее в бар Сальери, где сам и работал так продолжалось много лет, когда в 1930 году в семью Сальери вступает Томас Анджело. Бармен Луиджи сразу же хорошо поладил с ним. Осенью 1932 года у дочери Сары начались проблемы с хулиганами, которые постепенно начали приставать к девушке. Тогда Луиджи просит Томми проводить Сару до дома, где у них после этого и начинаются отношения. В конце концов, Томас и Сара женятся, и у них рождается дочь. О судьбе Луиджи после формального уничтожения криминальной семьи Сальери и массовых арестов 1938 года известно мало. Спустя некоторое время он погибает неизвестным образом. Приглашаю вас посетить Бусти. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнаете о планах канала. Бесплатные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачи грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. На сигаретной карточке Mafia Divinity Edition у Луиджи от природы каштановые волосы. Луиджи дедушка, поскольку у его дочери Сары и ее мужа Томми есть общая дочь и сын. Если атаковать Луиджи, он вынет помповый дробовик и выстрелит в протагониста. Однако, если атаковать его после головы Сары, он начинает говорить: «Томми, прекрати». Но после пары ударов он все же выстрелит из дробовика. Фигурирует практически во всех главах в те моменты, когда главный герой находится в баре. Попытки поговорить с ним кончаются отговоркой о занятости и предложением поговорить после закрытия. Однако в начале главы пора привыкать, с Луиджи можно поговорить, и он отблагодарит Тома за защиту Сары. В главе «Визит к Толстосумам» он высказывает мнение о том, что Сальери поступил правильно, что решился на убийство Фрэнка. А в начале главы «Везет Жигаду», при разговоре с ним он начинает расспрашивать Тома про его личную жизнь. В английской оригинальной версии игры может быть как и Ральф убит игроком в главе сливки с общества, миссии не провалится, но остальные гангстеры в баре начнут по вам стрелять по понятным причинам. В Mafia Divinity Edition гангстер Сэм Трампани упоминает о нем, что он повар так себе. И на этом история про Луиджи Марино подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Забывайте план действий, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А мне лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала PakeMaker.